I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Как погибли Эмбер Дюбуа и Челси Кинг. Эмбер Лиан Дюбуа родилась 25 октября 1994 года в семье Дюбуа и Керри МакГонигал в Эскондидо, округ Сан-Диего, штат Калифорния. Однако позже родители девочки развелись, и ее мать вышла замуж за другого мужчину, который принял Эмбер как родную дочь. В феврале 2009 года она была самой обычной 14-летней ученицей средней школы Эскондидо. Скромная, но общительная Эмбер Лиан любила читать книги и мечтала стать ученым, изучающим поведение животных. Также она хотела завести барашка для школьного проекта «Будущий фермер». После нескольких дней бесконечных просьб и уговоров ее мать, наконец, уступает 14-летней девочке и соглашается купить ей ягненка. Утром 13 февраля 2009 года ликующий подросток отправляется в школу, положив в рюкзак чек на покупку ягненка. Однако купить животное ей так и не удается. По дороге в школу ребенок таинственным образом исчезает. В последний раз девочку видели в нескольких кварталах от средней школы Эскондидо около 7 утра. Когда Эмбер не вернулась домой, как обычно, к 16:30, ее обеспокоенный отчим отправляется в школу и узнает, что на учебу в этот день она так и не приходила. В панике семья Эмбер немедленно приступает к поискам девочки. Они изучают территорию, по которой она проходила по пути в школу, расклеивают по городу листовки, опрашивают всех соседей. Но безуспешно. Вспоминая день исчезновения Эмбер, Керри рассказывает: «Она ждала этого дня целый год, она увлекалась животными еще с пеленок. Ее научный проект в школе – вырастить ягненка. Когда я уходила утром, она была очень взволнована. Эмбер говорила: «Спасибо, мама, я тебя очень люблю. Спасибо за ягненка». Также женщина уточнила, что в день исчезновения несколько свидетелей видели ее рядом с каким-то мужчиной на улице. Несколько недель волонтеры и поисковая группа безуспешно разыскивают Эмбер. В какой-то момент власти и родственники начинают подозревать отчима девочки, Дэйва Кейва. Подозрения вызваны несколькими тревожными сигналами, в том числе его враждой с подростком в последнее время. Ее мать Керри вспоминает: «Они не разговаривали целый месяц до того, как пропала Эмбер. Это были постоянные препирательства». Мужчина признался: «Мы с Эмбер не всегда прекрасно ладили. В доме есть свои правила. Она подросток и не хочет следовать им. Приходится конфликтовать». Однако, по его словам, за день до ее исчезновения они наконец пришли к согласию и хорошо провели время, гуляя по книжным магазинам. Однако мать Эмбер так и не смогла избавиться от смутных сомнений, поэтому пара разъехалась. Через 2 недели исчезает еще одна школьница – Челси Александра Кинг. Она родилась 1 июля 1992 года в семье Брента и Керри Кинг в городе Поуэй, округ Сан-Диего, штат Калифорния. 17-летняя девушка была членом молодежного симфонического оркестра Сан-Диего и успешно оканчивала среднюю школу Поуэя. 25 февраля она отправилась на послеобеденную пробежку в парк Ранчо Бернардо в районе озера Ходжес, всего в 10 милях от места исчезновения Эмбер. Однако домой она так и не вернулась. Родители обращаются за помощью. Через несколько часов после исчезновения Челси ее друзья и добровольцы отправляются на поиски девушки. Несколько суток они без остановки прочесывают весь парк, пока на 5-й день водолазная группа не обнаруживает неглубокую могилу у края озера Ходжес с останками Челси. Эксперты заключают: девушка изнасилована, а затем задушена. Офицеры департамента шерифа Сан-Диего обнаружили важную зацепку. На беговой дорожке найдено нижнее белье и носки пропавшей Челси и отправляют их в лабораторию для проведения анализа ДНК. Исследованный образец ДНК приводит представителей власти к Джону Альберту Гарднеру, ранее осужденному за сексуальное преступление. Он уже отсидел за жестокое избиение и сексуальное насилие над 13-летней девочкой. Джон был условно-досрочно освобожден после 6 лет отбывания срока в тюрьме. Кто такой Джон Гарднер?
Джон Альберт Гарднер родился 9 апреля 1979 года в Калвер-Сити, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния. Его родители переехали в Палмдейл, когда ему было 2 года, и развелись, когда ему было 6 лет. По сообщениям прессы, Джон утверждал, что его биологический отец регулярно переходил грань дозволенного, когда наказывал его в детстве. В конце концов, Джон вместе с матерью переехал в Раннинг-Спрингс, поселок в горах Сан-Бернардино. Женщина снова вышла замуж за другого мужчину, который стал заботиться о мальчике как о родном сыне. Джон страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, поэтому родители выписали для него курс лекарств, который он перестал принимать в 16 лет. В подростковом возрасте Джон работал спасателем на курорте Лейк Arrowhead. После его закрытия парень переезжает в Лос-Анджелес и устраивается на работу в местную сеть быстрого питания. В 1998 году его мать и отчим разводятся. Джон переезжает из Сан-Диего и устраивается на постоянную работу в магазин Big Five Sporting Goods. Однако вскоре он становится главным подозреваемым в нападении на 8-классницу. Согласно полицейскому отчету, Джон признался, что совершил нападение и изнасиловал 13-летнюю девочку. Однако обвинение потребовало для него всего 6 лет тюремного заключения, поскольку Джон не имел криминального прошлого. В итоге мужчина отбыл в тюрьме только часть из назначенного срока и был условно-досрочно освобожден. При этом он регулярно нарушал условия своего освобождения. Например, ему было запрещено проживать слишком близко к школам, но Джон пренебрег этим требованием. Он носил GPS-браслет, который зафиксировал, что за несколько месяцев он 168 раз нарушил правила. Первое преступление, можно сказать, сошло с рук преступнику. На тот момент тело Эмбер так и не было обнаружено, однако во второй раз, в случае с Челси, убийца допустил ошибку, оставив окровавленное белье Челси на беговой дорожке. Где сейчас находится Джон Гарднер? Власти получили ДНК с предметов одежды и обнаружили, что она совпадает с образцом ДНК Джона, внесенным в Национальный реестр сексуальных преступников. Тем временем Кэндис Манкайя заявляет, что 2 месяцами ранее кто-то напал на нее и попытался изнасиловать на той же беговой дорожке. Кэндис ударила преступником локтем в нос, и ей удалось вырваться. На опознании Кэндис сразу узнает Джона. 28 февраля оперативная группа арестовывает 30-летнего Джона в баре-ресторане «Дель Диос», расположенном на западном берегу озера Ходжес в Эскондидо. Изначально на допросе мужчина отрицает свою причастность к исчезновению Эмбер, а также к нападению на Кэндис Манкайо. Отследив его GPS-браслет, власти установили, что он проводил много времени вблизи нескольких школ, детского сада, а также на территории тюрьмы. Через 48 часов после ареста Джона власти обнаруживают тело 17-летней Челси, и мужчине предъявляются обвинения в ее убийстве. Поскольку обвинения в убийстве сопровождались утверждениями об особых обстоятельствах, согласно которым смерть жертвы наступила во время изнасилования, прокуроры хотели добиться смертной казни для преступника. Однако адвокаты Джона обратились к Бонни Думанис, бывшему окружному прокурору округа Сан-Диего, с предложением заключить сделку о признании вины. Бонни вспоминала: разговор шел о том, что преступник знает, где находится тело пропавшей год назад Эмбер Дюбуа, и готов об этом сообщить. Семья Эмбер до этого момента не знает, что случилось с их дочерью, и соглашается на сделку. Прокуроры заявляют, что не будут добиваться смертной казни Джона за убийство Челси, если он приведет их к телу Эмбер. По указанию убийцы, лишь спустя год после исчезновения, в марте 2010-го, полиция обнаружила останки Эмбер в неглубокой могиле недалеко от захоронений индейцев племени Пала. Она была изнасилована и убита ударом ножа. Ее отчим Дэйв Кейв сказал: «Он не должен был оказаться на свободе. Ему не место на свободе». 16 апреля 2010 года Джон признает себя виновным в убийстве и изнасиловании Эмбер Дюбуа и Челси Кинг, а также в попытке изнасилования Кэндис Манкайо, за что получает приговор к нескольким пожизненным срокам по разным статьям без права на досрочное освобождение. В рамках соглашения о признании вины он отказался от права на апелляцию. В настоящее время 44-летний преступник находится за решеткой в Вайоне, штат Калифорния. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, могли ли девочки не пострадать от рук Джона, если бы местная полиция внимательно отнеслась к преступнику, который нарушал режим условно-досрочного освобождения? Свои ответы пишите в комментариях.